Козероги и их идеальная пара – совместимость со всеми знаками. Узнай по звездам, кто твоя судьба. Добро пожаловать на канал «Астрология мудрости», дорогие друзья. Сегодня мы открываем тайны совместимости знака Козерог. Кто сможет стать для Козерога идеальным партнером? А кто принесет лишь испытания? Как влияют планеты, карма и нумерология на их отношения, и что могут сделать Козероги, чтобы наполнить свою жизнь гармонией? Этот ролик раскроет глубинные секреты, которые помогут вам улучшить отношения и стать счастливее, ведь сегодня мы разберем совместимость Козерога со всеми знаками зодиака. Подписывайтесь и оставайтесь до конца, чтобы открыть для себя тайные знания астрологии, которые помогут вам понять свою судьбу и построить идеальные отношения. Первая пара – Козерог и Телец. Козерог и Телец – пара двух земных знаков, которые идеально понимают друг друга. Их союз наполнен спокойствием и стабильностью, что создает прочную основу для отношений. Под покровительством Венеры Телец приносит в союз нежность, а Сатурн, правитель Козерога, дисциплину и уверенность. Планетарное сочетание усиливает стабильность, помогая обоим знакам строить планы на долгосрочную перспективу. Совместимость пары составляет 100%, что обещает высокий уровень понимания и доверия. Кармический совет: Телец и Козерог должны учиться уважать взгляды и стремления друг друга, даже если их желания иногда расходятся. Им важно сохранять гибкость в повседневной жизни. Аффирмация: «Я создаю гармонию и строю прочные связи, основанные на любви и доверии». Визуализация: представьте себя стоящими вместе на берегу спокойного озера, где тихая вода символизирует ваши мирные и стабильные отношения. Ритуал на улучшение совместимости: проведите совместный вечер с зажиганием белой свечи, символизирующей чистоту ваших намерений. Положите перед собой несколько листьев лаванды, символа спокойствия. Пусть каждый из вас по очереди скажет, что особенно ценит в партнере, и бросит по лепестку в пламя, закрепляя гармонию вашего союза. Вторая пара – Козерог и Дева. Этот союз можно назвать альянсом перфекционистов, ведь оба знака стремятся к высоким стандартам. Под влиянием Сатурна, управляющего Козерогом, и Меркурия, планеты Девы, союз обретает умиротворенность и желание достичь высот вместе. Их понимание друг друга строится на доверии и схожем подходе к жизни, а поэтому совместимость достигает 95%. Кармический совет: обоим знакам стоит помнить, что в поиске идеала можно забыть о настоящем моменте. Пусть они учатся принимать друг друга такими, какими они есть, без стремления к абсолютному совершенству. Аффирмация: «Я наслаждаюсь гармонией в отношениях и принимаю партнера с любовью и терпением». Визуализация: представьте себя сидящими на траве в солнечный день, наслаждающимися моментом, как символ доверия и расслабления. Ритуал на улучшение совместимости: каждый месяц создавайте небольшой лист благодарности, где каждый партнер записывает качества другого, за которые он благодарен. Затем вместе закопайте листы в землю, символизируя принятие и заземление ваших чувств. Третья пара – Козерог и Рыбы. Козерог и Рыбы создают эмоционально стабильный союз, в котором Нептун и Сатурн помогают объединить интуицию и практичность. Рыбы привносят мечтательность и душевность, а Козерог дает этому союзу устойчивость. Совместимость составляет 90%, и их отношения полны взаимного уважения и поддержки. Кармический совет: цените чуткость рыб и стремитесь к совместным достижениям. Аффирмация: «Я создаю прочный союз, основанный на любви и понимании». Визуализация: представьте себя рядом с тихим озером, отражающим чистое небо, где каждый из вас находит покой и вдохновение. Ритуал на улучшение совместимости: на каждое полнолуние поставьте чашу с водой на подоконник, чтобы зарядить ее лунным светом. На следующее утро выпейте эту воду вместе, представляя, как энергия укрепляет ваш союз. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео.
Итак, продолжим погружение в изучение совместимости знака зодиака Козерог с другими знаками зодиака. Четвертая пара Козерог и Козерог. Союз двух Козерогов может быть стабильным и надежным, так как оба ценят труд и амбиции, стремясь к успеху. Под покровительством Сатурна они одинаково подходят к жизни и могут понимать друг друга с полуслова. Совместимость 85%, что позволяет этой паре создать прочный и продуктивный союз. Кармический совет: уважайте успехи друг друга и не забывайте находить время для отдыха и радости. Аффирмация: я уважаю и поддерживаю амбиции нашего союза. Визуализация: представьте себя двумя вершинами гор, которые держатся вместе, поддерживая друг друга на пути к успеху. Ритуал на улучшение совместимости: каждый год на день весеннего равноденствия вместе пишите на бумаге свои цели и планы на будущее, оставляйте их под подушкой на ночь, чтобы сны помогли укрепить связь. На следующий день сожгите бумагу, представляя, что ваше будущее крепнет с каждым шагом. Пятая пара Козерог и Скорпион. Союз Козерога и Скорпиона глубоко эмоционален и насыщен страстью. Эти знаки стремятся к истине и мудрости, что делает их пару мощной и самодостаточной. Плутон, управитель Скорпиона, привносит страсть и желание к преодолению преград, в то время как Сатурн дарит стойкость. Совместимость этой пары 80%, что обеспечивает прочную основу для взаимоотношений. Кармический совет: Скорпион и Козерог должны учиться делиться своими переживаниями и не бояться открываться друг другу, ведь именно это принесет истинное сближение. Аффирмация: я смело раскрываю свои чувства и создаю доверие в отношениях. Визуализация: представьте себя вместе на вершине высокой горы, как символ преодоления трудностей, которые укрепляют ваши узы. Ритуал на улучшение совместимости: используйте вечер, когда луна убывает, чтобы оставить прошлые страхи позади. Зажгите черную свечу, символизирующую избавление от страхов, и вместе напишите на бумаге, чего хотите избежать в отношениях. Сожгите ее, представляя, что трудности уходят, оставляя пространство для новых эмоций и доверия. Шестая пара Козерог и Рак. Этот союз соединяет противоположные энергии. Козерог стремится к стабильности и материальной уверенности, а Рак ценит эмоции и домашний уют. Их планетарное влияние, Сатурн и Луна, создают баланс между разумом и чувствами. Совместимость пары 75%, но с правильной поддержкой она может стать невероятно глубокой и долговечной. Кармический совет: оба знака должны учиться ценить различия и использовать их как силу, а не как преграду. Козерогу следует стать более чувствительным, а Раку – более уверенным. Аффирмация: я нахожу баланс между чувствами и разумом, создавая гармоничные отношения. Визуализация: представьте себе уютный дом, где один поддерживает другого, создавая крепкую и стабильную опору. Ритуал на улучшение совместимости: проводите совместные семейные вечера, зажигая синюю свечу, символ дома и верности. Положите перед собой лист бумаги с желаниями, как вы хотите укрепить ваш союз. Каждую неделю сжигайте по одной бумаге, как символ исполнения вашего намерения на крепкую связь. Седьмая пара Козерог и Лев. Козерог и Лев – это союз силы и амбиций, в котором каждый стремится к успеху и признанию. Сатурн, планета Козерога, придает ему упорство, в то время как солнечная энергия Льва усиливает его уверенность. В этой паре может быть много страсти и уверенности, но важно найти баланс между потребностью Льва в признании и сдержанностью Козерога. Их совместимость около 70%, и с правильным подходом они могут построить взаимоуважение. Кармический совет: учитесь ценить успехи друг друга. Льву важно давать Козерогу пространство для работы, а Козерогу – выражать признательность, чтобы Лев ощущал значимость. Аффирмация: я поддерживаю партнера и разделяю радость наших успехов. Визуализация: представьте себе сцену награждения, где каждый из вас получает признание, стоя рядом друг с другом как равные. Ритуал на улучшение совместимости: на растущую луну зажгите золотую и зеленую свечи, символизирующие Льва и Козерога.
каждый напишет на бумаге свои достижения и положит ее у свечи партнера, чтобы выразить признание. Оставьте свечи догореть, позволяя энергии успеха укрепить ваши отношения. 8-я пара Козерог и Весы. Союз Козерога и Весов может быть непростым, так как здесь соединяются земной и воздушный знаки с разными подходами к жизни. Козерогу важна практичность, а Весам – гармония и эстетика. Однако благодаря управлению Сатурна и Венеры они могут научиться гармонично дополнять друг друга. Совместимость – около 60%, но правильные усилия могут принести стабильность и красоту в эти отношения. Кармический совет – уважайте различия и стремитесь к балансу между прагматичностью и романтикой. Козерогу нужно научиться ценить легкость Весов, а Весам – стабильность Козерога. Аффирмация «Я создаю гармонию и поддерживаю баланс в отношениях. Визуализация «Представьте уютный сад, где каждый из вас символизирует часть единого целого, красивые цветы и прочный забор, обрамляющий сад». Ритуал на улучшение совместимости. Раз в месяц проводите вечер с чашей воды и розовыми лепестками, символом Венеры. В воду кладите листок с вашими совместными планами. Лепестки добавят отношениям легкости, а вода будет напоминать о необходимости гибкости и понимания. 9-я пара Козерог и Овен. Козерог и Овен представляют собой союз двух сильных личностей, где Овен с его энергией и страстью может вдохновить более сдержанного Козерога. Под влиянием Марса Овен стремится к действию и приключениям, в то время как Козерог, управляемый Сатурном, предпочитает стабильность и продуманность. Совместимость этой пары составляет около 50%, и им необходимо находить баланс между динамикой и устойчивостью. Кармический совет – Овну стоит ценить практический подход Козерога, а Козерогу – открытость и смелость Овна. Вместе они могут создавать динамичную и целеустремленную команду. Аффирмация «Я принимаю силу и энергичность своего партнера, создавая гармонию в отношениях. Визуализация «Представьте себя на вершине горы, где один из вас уверенно ведет, а другой осторожно шаг за шагом поднимается, укрепляя вашу связь». Ритуал на улучшение совместимости. На убывающей луне напишите на бумаге свои цели как пары и обсудите, как каждый из вас может помочь друг другу в их достижении. Сожгите бумагу, чтобы освободить пространство для новых возможностей и укрепить вашу связь. 10-я пара Козерог и Близнецы. Партнерство Козерога и Близнецов может показаться сложным, поскольку они идут к целям по разным путям. Сатурн придает Козерогу упорство и методичность, в то время как Близнецы, под покровительством Меркурия, обожают перемены и новизну. Совместимость – около 40%, но общие усилия и стремление к обучению могут сделать эти отношения интересными и стабильными. Кармический совет – учитесь находить интересы, которые объединяют вас. Козерогу следует принять разнообразие Близнецов, а Близнецам – уметь ценить стойкость партнера. Аффирмация «Я нахожу радость в различиях и создаю стабильность в отношениях. Визуализация «Представьте себя вместе в библиотеке, где каждый из вас находит книги с интересными главами о жизни другого, расширяя взаимное понимание». Ритуал на улучшение совместимости. Раз в месяц создавайте символический список достижений и перемен, которые хотите увидеть в отношениях. Обменивайтесь этими списками, чтобы укрепить чувство причастности друг к другу. 11-я пара Козерог и Водолей. Козерог и Водолей – непростая пара, так как они находятся под влиянием разных планет. Сатурн управляет Козерогом, а Уран – Водолеем. Водолей тянется к новаторству, а Козерог – к структуре. Их совместимость – около 30%, и для успеха в отношениях требуется обоюдное понимание и принятие различий. Кармический совет – Водолей может помочь Козерогу выйти за рамки, а Козерог подарит Водолею чувство стабильности. Объедините свои силы для реализации общих идей. Аффирмация «Я с уважением принимаю стремления партнера и строю гармоничные отношения. Визуализация «Представьте себя на мосту, который соединяет берега, символизирующие структуру и свободу, чтобы объединить их для создания прочного союза».
Ритуал на улучшение совместимости. Вечером, когда виден Юпитер, символ расширения, зажгите свечу и представьте, что каждый ваш план соединяется с новым взглядом, укрепляя вашу уникальную связь. Составьте общий план развития и храните его как основу для достижения ваших целей. 12-я пара Козерог и Стрелец. Козерог и Стрелец представляют собой союз противоположностей. Стрелец под влиянием Юпитера склонен к свободе и переменам, в то время как Козерог, управляемый Сатурном, ищет стабильности и порядка. Несмотря на различия, они могут многому научиться друг у друга. Совместимость этих знаков около 20%, и для гармонии в отношениях необходимы терпение и понимание. Кармический совет: Козерогу важно научиться принимать открытость и любознательность Стрельца, а Стрельцу – ценить целеустремленность и преданность Козерога. Аффирмация: «Я уважаю свободу партнера, сохраняя баланс в отношениях». Визуализация: представьте себя на большой поляне, где один из вас стоит на горе, а другой наблюдает с равнины. Вы вместе видите новые горизонты и достигаете вершин. Ритуал на улучшение совместимости. На новолунии зажгите фиолетовую и черную свечи. Возьмите бумагу и напишите вместе планы на будущее, смешивая амбиции Козерога с мечтами Стрельца. Оставьте свечи догореть, чтобы энергия ритуала укрепила ваш союз. Чтобы Козерог достиг счастья в личной жизни, ему необходимо понимать, как планетарные циклы влияют на его эмоциональное состояние. В частности, растущая Луна – это время, когда энергия для новых начинаний накапливается, а интуиция становится особенно сильной. В такие дни Козерог может планировать важные встречи, знакомства с новыми людьми или даже начало романтических отношений. Например, если растущая Луна совпадает с днем рождения Козерога, это время станет особенно удачным для формирования крепких связей. Это помогает не только привлечь любовь, но и установить прочные дружеские отношения. Знание фаз Луны и их влияние на настроение и энергию даст Козерогу возможность максимально использовать положительные астрологические условия. Важность аффирмаций в жизни Козерога сложно переоценить. Аффирмации – это позитивные утверждения, которые помогают перепрограммировать подсознание и открыть сердце для любви. Например, аффирмация «Я открываю свое сердце для любви и поддержки и привлекаю в свою жизнь только позитивные отношения» работает на уровне энергетики и сознания. Регулярное произнесение этой фразы, особенно перед зеркалом, наполняет Козерога уверенность и позитивной энергией. Он начинает воспринимать мир и себя в нем иначе, что привлекает подходящих партнеров. Козерог может записывать свои аффирмации на листе бумаги и размещать их в видном месте, чтобы видеть их каждый день. Это поможет создать устойчивый позитивный настрой и уверенность в своем внутреннем мире. Визуализация – это мощный инструмент, который может изменить жизнь Козерога к лучшему. Важно каждый вечер перед сном уделять несколько минут, чтобы представить, как он находится в счастливых и гармоничных отношениях. Закрывая глаза, Козерог может визуализировать своего идеального партнера, их совместные моменты счастья, радости и взаимопонимания. Это не только улучшает эмоциональное состояние, но и программирует подсознание на притяжение подобного в реальности. Чем ярче и детальнее Козерог будет представлять свои мечты, тем быстрее они начнут материализовываться. Создавая такие образы, он может использовать звуки и запахи, которые ассоциируются у него с счастливыми моментами, усиливая эффект визуализации. Использование кармических законов может стать настоящим откровением для Козерога в построении личных отношений. Осознание своих ошибок и прощение других – ключевые моменты в этом процессе. Ритуал прощения помогает освободиться от негативной энергии, которая мешает гармонии в жизни. Козерог может взять лист бумаги и записать на нем все, что его тревожит или причиняет боль. После этого важно найти тихое место, где он сможет спокойно сосредоточиться. Читая записи, Козерог должен прощать себя и других, понимая, что все мы учимся на своих ошибках. Затем он сжигает бумагу, символизируя освобождение от этих негативных эмоций. Это действие приносит облегчение и открывает пространство для новых, положительных отношений.
Важность нумерологии для Козерога нельзя недооценивать. Зная свое число судьбы, Козерог может лучше понять свои сильные и слабые стороны. Например, если его число 8, это говорит о том, что он наделен сильной волей и целеустремленностью. Эти качества могут помочь в личной жизни, если он научится использовать их правильно. Козерог может проанализировать, как его числовая вибрация влияет на его выбор партнеров и отношение к ним. Зная свои нумерологические особенности, он сможет более осознанно подходить к построению отношений и выбирать тех, кто поддерживает его внутреннюю гармонию. Также можно обратить внимание на дни, совпадающие с его нумерологическими числами, как особенно удачные для начала общения или принятия важных решений в любви. Укрепление внутренней силы и уверенности – это основа, на которой строится счастье Козерога в личной жизни. Регулярные медитации помогут ему справиться с сомнениями и страхами. В процессе медитации Козерог может сосредоточиться на своем дыхании и представлять, как он наполняется светом и энергией. Важно выделять время на эту практику хотя бы несколько минут в день. Он может использовать мантры, например, «Я достоин любви и счастья», что поможет еще больше усилить его внутреннюю уверенность. В результате такой практики Козерог начинает чувствовать себя более гармоничным и открытым к новым отношениям. Чем больше времени он будет посвящать своему внутреннему развитию, тем проще ему будет общаться с партнерами и строить крепкие отношения. Следите за движением планет. Козерогам особенно важно быть в курсе астрологических транзитов, поскольку они могут значительно влиять на личную жизнь. Например, когда Венера, планета любви и отношений, движется в прямом направлении, это отличное время для знакомств и романтических встреч. Противоположная ситуация, когда Венера находится в ретроградном движении, может привести к недоразумениям в отношениях или сложностям в общении. Используйте астрологические календари или приложения, чтобы отслеживать эти важные моменты. Записывайте даты, когда планеты переходят в благоприятные положения, и старайтесь планировать важные встречи и мероприятия на эти дни. Это поможет вам увеличить шансы на успешные отношения и привлечь любовь в свою жизнь. Установите ритуал благодарности. Благодарность – мощный инструмент для привлечения позитивной энергии в жизнь. Каждый вечер выделяйте время, чтобы записывать 3 вещи, за которые вы благодарны, будь то поддержка партнера, удачное свидание или просто приятный разговор. Этот ритуал помогает вам сосредоточиться на положительных аспектах вашей жизни и развивать чувство счастья. После записи подумайте, как вы можете выразить благодарность тем, кто вас поддерживает. Это может быть простое сообщение, звонок или даже небольшой подарок. Когда вы делитесь своей благодарностью, вы создаете более крепкие связи с окружающими, что, в свою очередь, усиливает вашу собственную позитивную энергию и привлекает больше удачи в личной жизни. Изучайте совместимость с другими знаками зодиака. Понимание астрологических характеристик вашего партнера поможет вам выстраивать более гармоничные отношения. Козероги могут быть довольно прагматичными и реалистичными, и знание особенностей знаков поможет адаптировать свое поведение и ожидания. Например, если вы общаетесь с эмоциональным раком, старайтесь быть более чутким и отзывчивым к его чувствам. Если ваш партнер – Овен, научитесь принимать его импульсивность, предлагая взвешенные решения в ответ на его инициативы. Изучение совместимости не только улучшает ваше понимание друг друга, но и помогает избежать конфликтов, что создает прочный фундамент для отношений. Используйте природные элементы для привлечения удачи. Природа – это мощный союзник в привлечении позитивной энергии. Создайте свой амулет, используя камни, которые соответствуют вашему знаку зодиака. Например, оникс и гранат – отличные камни для козерогов, символизирующие защиту и силу. Носите эти камни в качестве украшения или держите их в специальном месте, чтобы они служили вам источником вдохновения и поддержки. Также полезно включить в свою жизнь элементы природы, например, ухаживать за растениями или проводить время на свежем воздухе. Природа обладает целебной силой, и ваше взаимодействие с ней может привести к внутреннему покою и гармонии.
Находите баланс между работой и личной жизнью. Козероги известны своей трудолюбивостью и стремлением к успеху, что иногда приводит к пренебрежению личной жизнью. Чтобы достичь счастья в отношениях, важно установить границы между работой и личной жизнью. Убедитесь, что у вас есть время не только для профессиональных обязанностей, но и для личных увлечений и общения с близкими. Запланируйте выходные для совместных активностей с партнером, будь то прогулка, поездка или просто вечер кино. Это не только укрепит ваши связи, но и напомнит вам о важности баланса между карьерой и личной жизнью, что положительно скажется на эмоциональном состоянии и улучшит отношения. Регулярные занятия спортом. Физическая активность не только укрепляет здоровье, но и способствует повышению уверенности и улучшению настроения. Для Козерога занятия спортом могут стать отличным способом снять стресс и накопленное напряжение. Найдите вид физической активности, который вам нравится. Это может быть бег, йога, плавание или командные игры. Регулярные тренировки помогут вам чувствовать себя лучше физически и эмоционально, а также повысит вашу привлекательность в глазах потенциальных партнеров. Кроме того, занятия спортом могут стать отличной возможностью познакомиться с новыми людьми и наладить социальные связи, что также может способствовать улучшению личной жизни. Создание пространства для личной жизни. Убедитесь, что ваше жилище наполнено позитивной энергией. Для этого начните с уборки, уберите все ненужные вещи, которые могут создавать ощущение хаоса. Это не только физически освободит пространство, но и позволит вашему сознанию освободиться от лишних забот. Подумайте о том, как вы можете изменить интерьер, добавив элементы, которые вам нравятся, красивые картины, растения или фотографии, вызывающие приятные воспоминания. Расставьте предметы так, чтобы создать уютные уголки для отдыха и общения. Применение принципов фэн-шуй может быть полезным. Позаботьтесь о правильной расстановке мебели, чтобы не блокировать потоки энергии. Также важно следить за чистотой и порядком. Это поможет привлечь в вашу жизнь позитивные изменения и новых людей, создавая атмосферу, в которой гармония и любовь могут расцветать. Астрологические прогнозы для планирования важных событий. Использование астрологических прогнозов для планирования свиданий и романтических встреч может значительно повысить шансы на успех. Следите за фазами Луны и транзитами планет, чтобы выбрать наиболее удачные дни для начала новых отношений или углубления существующих. Например, растущая Луна подходит для начинаний и подписания соглашений, а дни, когда Венера находится в благоприятном аспекте к вашему знаку, идеальны для свиданий и романтических встреч. Обратите внимание на периоды, когда Меркурий в ретрограде, так как в это время стоит избегать начинаний и серьезных обсуждений, это может привести к недоразумениям и конфликтам. Понимание астрологических циклов поможет вам выбирать моменты, когда ваши шансы на удачу будут максимальны. Личный рост. Чтение книг по саморазвитию и изучение психологических аспектов отношений поможет вам глубже понять себя и окружающих. Инвестируйте время в изучение астрологии, чтобы лучше разбираться в характерах людей и динамике отношений. Например, познакомьтесь с тем, как различные знаки реагируют на конфликты и стрессы. Это знание поможет вам адаптировать свои действия и подходы к каждому конкретному человеку. Психология отношений даст вам инструменты для управления эмоциями и понимания своих потребностей. Регулярное самоанализирование, практики медитации и саморазмышления позволят вам выявлять свои слабые и сильные стороны, что в свою очередь улучшит ваши отношения с другими. Эмоциональный интеллект. Работать над развитием эмоционального интеллекта очень важно для успешных отношений. Эмоциональный интеллект включает в себя умение осознавать свои эмоции, управлять ими и понимать чувства других людей. Практикуйте активное слушание, старайтесь не только слышать, но и глубоко понимать, что говорит ваш партнер. Задавайте вопросы, чтобы прояснить недопонимание, и выражайте свои чувства открыто и честно. Осознанность также поможет вам лучше контролировать свои реакции и избегать ненужных конфликтов.
Развивая эмоциональный интеллект, вы станете более чутким к потребностям других, что укрепит ваши отношения и создаст атмосферу доверия и поддержки. Сила любви и поддержки. Окружение себя позитивными и вдохновляющими людьми имеет огромное значение для эмоционального состояния Козерога. Старайтесь находиться в кругу людей, которые поддерживают вас и вдохновляют на достижения. Общение с такими людьми не только поднимает настроение, но и дает новые идеи и мотивацию. Участвуйте в общественных мероприятиях или хобби, где можно встретить единомышленников. Открытость к новым знакомствам и готовность делиться своими переживаниями создает условия для формирования крепких связей. Наконец, не бойтесь выражать свою благодарность и поддержку окружающим. Это создает мощный положительный эффект, который возвращается к вам в виде любви и поддержки от других. Благодарим вас за просмотр. Если вам понравился наш разбор совместимости Козерога с другими знаками, не забудьте подписаться на канал «Астрология мудрости» и поставить лайк. Как только мы наберем 6000 лайков, мы расскажем о том, как Козерогу достичь процветания и успеха. Пишите комментарии с вашими впечатлениями и запросами для будущих видео, нам важно ваше мнение. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.